Привет, друзья, с вами Звягинцев Антон, и сегодня мы будем распаковывать и обозревать обновленный электроскейтборд от бренда Evolve GTR 2 серии. Поехали! Больше 3 лет назад я обозревал в этой же студии GTR 1 серии. Это был мой первый электролонгборд от бренда Evolve, и он себя очень хорошо зарекомендовал, но спустя 3 года многие райдеры дали свой фидбэк Evolve, и они прислушались к райдерам и сделали обновленную версию, потому что GTR был самым популярным, самым долговечным и самым лучшим электролонгбордом вообще в индустрии электроскейтбординга. Помимо своего нового флагманского электроскейтборда Haedian, они решили обновить и GTR, то есть сделать вторую серию. Поэтому сейчас мы вместе с вами посмотрим, какие обновления у нас появились в GTR 2 серии и насколько он стал лучше, чем предыдущая своя серия. И прежде чем у меня появится огромная коробка электроскейтборда на столе, приобрести вы сможете его и другие электроскейтборды на официальном сайте Evolve Skateboard Russia. Можете приобрести также в рассрочку, без процентов, а также если вдруг появятся какие-то неполадки у вас, хотя у меня за 4 года вообще ничего не происходило с электродоской Evolve, то не стесняйтесь писать ребятам, потому что они в любом случае вам помогут или заменят ту деталь, которая у вас сломалась. Так что приобретайте доски Evolve только на официальном сайте. Ну что, друзья, огромная коробка с электроскейтбордом Evolve GTR 2 серии у меня на столе. Я его еще не видел, не распаковывал, так что мы сейчас вместе с вами его распакуем и посмотрим вообще, как же его обновили ребята из Австралии. Так, в этот раз у нас какая-то другая коробка. Может, это просто транспортная коробка? Давай посмотрим. Осторожно. Так, а у нас получается тут коробка в коробке. И это очень хорошо, потому что у нас есть транспортная коробка, которую не жалко вот так, в случае чего, мять. А тут у нас другая коричневая коробочка. Сейчас буду ее доставать. Опа. Ну что, приступим к распаковке, и я могу сказать, ребята, то, что распаковывать электроскейтборды Evolve, это как будто распаковывать какой-нибудь iPhone, потому что также это премиальный класс, это самые лучшие доски, самые качественные, даже упаковка этому доказывает. Поэтому сейчас мы его раскроем. Вот так. Опа! Офигеть! Хо-хо! Тут офигенная надпись. Skating has evolved. Блин, прикольно. QR-код есть. Как круто. Прикиньте, насколько ребята заморочились, то, что они даже сделали дизайн внутри коробки. Так, сверху у нас идет по классике защитная вот такая вот прослойка, чтобы вдруг вы там не поцарапали свой электроскейтборд при транспортировке. И, собственно, вот наш GTR 2 серии. И это у нас бамбук, ребята! Обзоры и тесты вообще на бамбук не снимал, но я катался также на бамбуке, потому что много кто катается на бамбуковых досках Evolve. И сейчас в процессе распаковки я также вам расскажу отличия между карбоновой доской и бамбуковой. Также у нас идет вот такой вот кейс, в котором у нас находятся все наши остальные принадлежности. Это зарядка, пульт и все остальное. И все. Все, в коробке больше ничего нет. Ну, собственно, нам ничего и не надо. Нам главное это доска и кейс, в котором будет все для необходимости, чтобы кататься на этой доске. Так, поэтому коробку я сейчас убираю. Ну что, ребята, вот он наш электроскейтборд GTR 2 серии, обновленный, новенький, классненький. Вышел только в том году и сейчас уже доступен для продаж, так что если хотите в этом сезоне начать кататься, то самое то. И я сейчас расскажу, почему эта доска лучшая в своем роде. Но прежде чем сейчас мы будем ее обозревать, давайте посмотрим, что у нас идет в комплекте с нашим кейсом. Появилось там что-то новенькое или, может быть, чего-то, наоборот, убрали. Кейс у нас вот такой вот стандартный, очень удобный, с ручкой. Что у нас тут внутри? А внутри у нас, ну, все как всегда, очень все красиво, упаковано, прям максимально классно. Ребята молодцы. Встречает нас, значит, инструкция по эксплуатации на русском языке. Так что, если вдруг вы что-то не знаете, вот тут, например, есть всякие режимы, например, Эко, Спорт, GTR, Corsa, Cast. Все эти режимы, тут все написано, все расписано, все рассказывается вообще просто дотошно. Максимально хороший перевод. Также написано, если вы никогда не катались, вы можете определить свою стойку, какая ведущая, вообще как кататься. Инструкция у Evolve очень грамотная. Тут даже есть про Haedian и другие доски. Даже подписаны каждой детальки. Если вдруг вы не знаете, что, как называется, то можете посмотреть. Тут есть описание. В общем, это обновленная, я так скажу, инструкция. Я ее на досуге обязательно почитаю, потому что, ну, достаточно интересно
интересная стала, такая книжка, можно прям разобраться в мире электроскейтбординга еще лучше. И самое главное, то, что есть тут также картинки, можете смотреть, как ребята катаются из Австралии. Отлично, инструкция топчик. Так, Антон, с Новым годом! Смотрите, ребята из Evolve мне положили подарочек. Блин, спасибо большое! Вот я говорю, что ребята из Evolve, официалы, они очень грамотные, потому что они как двигают индустрию, так и продвигают электроскейтбординг в массе в РФ. Поэтому, ребят, заказывайте только у них доски, потому что они всегда помогают. Давайте посмотрим, что они тут положили. Это смазка для подшипников. Блин, кайф! Как и вы угадали, что у меня смазка для подшипников уже закончилась. Крутяк, специальная смазка для подшипников, чтобы подшипники, если вдруг вы убили или там ржавые, или готовите к новому сезону, то вы можете смазать, и ваши старые подшипники закрутятся еще лучше, чем новые. Это очень круто. Так, и второй метод подарочек, это специальный ластик, чтобы чистить наждак. Вот, ребят, многие меня спрашивают, что делать, если вдруг доска испачкалась, там я стал грязными ногами, не будешь ее как-то со шланга поливать. И я до этого всем рассказывал, что можно, в принципе, влажная тряпочка чуть-чуть протереть, и все будет окей. Но есть специальный вот такой вот ластик. Это, кстати, также брендированный ластик Evolve, так что он идеально подойдет для вашей доски, если вы катаетесь на электроскейтборде. Но и для классического скейтборда, и для лонгборда он также подойдет. В общем, так, ладно. Придется мне такую вот красивую картинку срезать. Он, конечно, похож на такую вот губку, но это не губка, это достаточно такая жесткая резина, которой вы сможете счищать грязь, и ничего не останется. В том числе и она тоже не стирается. Ну, может, там какие-то куски отлетают, но саму грязь она убирает, поэтому очень классная тема. И я вот так сейчас подумал, в честь того, что мне прислали такой классный новогодний подарок, я думаю, что сниму-ка я отдельное видео про свой электроскейтборд Heidian, как его подготовить к новому сезону. Я думаю, для тех, кто уже катается на электроскейтборде, и у них есть доски, они тоже думают, как подготовить свою доску после прошлого сезона. И я там расскажу, как смазать подшипники, как почистить шкурку и как вообще чистить электроскейтборд. Так что не забудьте подписаться на мой канал и не пропустить видео по техобслуживанию электроскейтборда. Но мы поехали дальше. Следующее, это у нас обязательно скейт-тул. Скейт-тул очень нужен для электроскейтборда, чтобы вы настраивали подвеску. Тут у нас еще стоит двухпиновая подвеска, о ней я чуть попозже расскажу, почему она классная. Без скейт-тула, ребята, вообще жить скейтеру вообще невозможно, даже электролонгбордисту. В любом случае у вас будет расшатываться немножко подвеска, поэтому обязательно скейт-тул возите с собой, если там другу подкрутить или себе подкрутить колеса. Так что скейт-тул также есть в комплекте, и он очень крутой, очень грамотный. И самое классное то, что здесь есть вот такая вот специальная резиночка, которая не дает выскальзывать шестиграннику. Ну и плюс, если вдруг вы катаетесь, например, на стрит колесах, а у вас еще и АТ колеса с собой, то вы можете с помощью этого шестигранника и ключа спокойно поменять колеса на месте. Так что ключ здесь также есть. Так, идет у нас обязательно пульт управления, о нем мы поговорим чуть попозже. И также у нас идет тут зарядка. И зарядка, могу сказать, ребята, такая же, как и в первой серии. Я, если честно, думал, что здесь будет, наверное, обновленная зарядка, как у Heidian, но нет, зарядка, по-моему, здесь такая же, как и в первой серии. Может быть, чуть-чуть дизайн как-то отличается, я уже не помню, но у Heidian стоит специальный вентилятор охлаждающий, и он достаточно громко шумит. То с этой зарядкой вообще никаких проблем не будет, и также не бойтесь заряжать электроскейтборд, потому что у него есть система BMS, которая обязательно предупредит доску, когда она заряжена, или когда, если вдруг какой-то будет перегруз. Так что не бойтесь, электроскейтборды Evolve, они никогда не загораются, и они максимально защищены. Также к ней еще идет сетевой шнур вот такой. Ну, в принципе, комплект у нас есть. Также у нас тут есть еще дополнительные детали. Это у нас гайки, болты, спейсеры. В общем, если вдруг у вас что-то там потеряется, отвалится, то у вас есть дополнительный вот такой вот ремкомплект. Кстати, очень круто. Также тут еще есть, но я не буду раскрывать, это еще одна инструкция, но она уже на английском языке. И здесь есть еще два фирменных стикера, чтобы вы их могли наклеить себе на шлем или на доску. Это мы убираем, это очень круто. И, кстати, ребят, не во всех электроскейтбордах есть вообще инструкция на русском языке и какой-нибудь небольшой такой ремкомплект. Это именно фишка и особенность Evolve Skateboard, потому что они прям сильно заморачиваются, чтобы ваше катание и вообще, чтобы вы внедрялись в тусовку электроскейтбординга максимально с приятными ощущениями. Итак, ребята, мы уже почти перешли к нашему новому электроскейтборду GTR 2 серии, но я хочу поговорить про пульт, потому что пульт они также обновили в этой серии. Хотя этот пульт изначально появился на модели Heidian, и он очень себя хорошо зарекомендовал. Во-первых, это пульт, сейчас я вам покажу его, выглядит вот так. И он
железный, то есть в нем есть металлические детали, и если вдруг вы упадете или там уроните пульт, то он не развалится. Прошлая модель пульта, да, она разваливалась, теряла сигнал или еще что-то, то с этим пультом никаких проблем вот на протяжении всего сезона, когда я катался, не было. Наоборот, он более чувствительный, то есть у него курки достаточно хорошие, он очень приятно сидит в руке, максимально удобно, и самое, что еще классно, то, что у него теперь появился вот такой вот ЖК-экранчик, на котором вы можете выбирать всякие кастомизации, смотреть вообще состояние батареи, а также регулировать скорость, ну и в общем выбирать все режимы. Если прошлый пульт меня немножко бесил тем, что он немножко подлагивал, это честно могу вам сказать, то с этим пультом реально никаких нареканий нет, и самое классное то, что он еще и на Type-C, то есть можно всегда найти зарядку и его подзарядить. Пульт нам понадобится, кстати, в комплекте еще идет вот такой небольшой Type-C шнур, отлично. Ну еще, конечно же, ребят, веревочка, без веревочки пульт не пульт. Все, кто катается на электроскейтбордах, знают то, что веревочка это самое главное, чтобы пульт вот так модно висел, и все знали, что ты катаешься на электроскейтборде. Ну что, ребята, переходим непосредственно к нашему электроскейтборду GTR 2 серии. И первый вопрос, который мне очень часто задают некоторые ребята на споте: почему ты катаешься именно на карбоне? Он что, лучше из-за того, что он дороже? И я могу сказать вам то, что начинка досок, то есть бамбука и карбона, одинаковая, идентичная. Карбон не будет быстрее ехать, карбон не будет там более маневренный, он точно такой же. Но из-за того, что материал на карбон достаточно дорогой и там выпаиваются специальные пазы для электроники, потому что она полностью спрятана внутри. Если на бамбуке у нас просто батарея приклеена сюда под защитным таким пластмассовым кейсом, то в карбоне внутри находится вся электроника. Из-за этого и цена выше. Но у бамбука есть специфический флекс, ну вот и даже руками прогибаю, а когда вы будете прыгать, то доска будет прогибаться. Тем самым имитирую классический скейтборд, лонгборд, там даже серф. И те, кто катается дэнсинг, те, кто любит мягкую езду, выбирают именно бамбуковую серию. Тот, кто любит просто тупо вжать газ в пол и мчать по прямой, я люблю карбон, потому что у карбона флекса нет, и мне нравится, когда доска достаточно жесткая. Поэтому тут все на любителя, и я не могу сказать то, что кого-то больше, например, бамбуковых ребят или карбоновых. В принципе, в Москве в тусовке все делится 50 на 50, кому как нравится, но технически эти доски максимально одинаковые, так что я надеюсь, что некоторые заблуждения у вас пропадут. По доске визуально она не изменилась, точно такая же, может быть стала чуть-чуть пошире, а также у нее находится наждак, в принципе, как и в прошлой серии, все то же самое. Тут есть напыление прозрачного наждака, чтобы ноги ваши не скользили, логотип Evolve, логотип GTR Bamboo. Самое главное отличие этой серии то, что здесь обновили моторы, то есть поставили вот такие вот большие моторы 6 киловаттные, до этого были 3 киловаттные. И плюс таких моторов то, что они не греются. Если прошлая модель в горку, если вы поедете там, не знаю, минуты 2, 3, 5, то даже страшно рукой прикоснуться, они прям кипяточные, то эти моторы будут еле-еле теплые, тем самым сохраняя свою долговечность и также увеличивая мощность. У меня точно такие же моторы стоят и на Хейдене, и я могу сказать, ребята, это небо и земля, потому что до этого я катался на GTR карбоне, и мне не хватало даже где-то мощности, и я чувствовал даже этот перегрев, когда моторы все-таки перегреваются, мощность падает, то на этих обновленных моторах это просто топ. Вы просто топите в горку, и ты такой трогаешь, ну, еле теплые. Тем самым заряд доски также меньше тратится, потому что доска не греется, мощности поступает немножечко меньше, и вы едете намного дальше. Что могу сказать по подвеске? Подвеска здесь точно такая же, она двухпиновая, и многие тоже говорят, что типа, да блин, двухпиновая подвеска, она нестабильная. Нет, ребят, двухпиновая подвеска максимально стабильна, если вы настроите ее правильно под себя, поменяете себе бушинги на более жесткие, но вот такая вот двухпиновая подвеска, она помогает вам хорошо маневренно кататься на небольшой скорости. То есть, если вы, например, едете там чуть-чуть, там, не знаю, километров 10 в потоке с людьми, то вы можете их спокойно объезжать. Классическая скейтовая подвеска или даже лонгбордическая, у нее нет такого градуса поворота, поэтому вы не сможете прям вот так вырулить. А здесь это можно, и это очень-очень хорошо. Поэтому эта подвеска себя хорошо показывает, как и при карвинге, то есть можно и вообще в мясо раскрутить и будете там заниматься дэнсингом или просто такими огромными карвами, как на сноуборде, или затянуть пожестче, поставить бушинги пожестче и кататься, как я, там, по серпантинам вниз. И, кстати, ребят, на YouTube-канале Evolve Skateboard Russia вышел наш
первый фильм про электроскейтборд. Мы его снимали в прошлом году на Кавказе, в моем родном городе Пятигорске. Я показывал ребятам свои местные споты, где я учился кататься на классическом скейтборде, а теперь мы там покатались и на электроскейтборде. Так что обязательно посмотрите. Достаточно интересный, классный получился у нас фильм. И многое узнаете про электродоски, что на них можно кататься не только в городе, но также еще по крутым серпантинам Кавказа. Следующее обновление, которое здесь, это они немножечко, конечно, изменили защиту батареи. Она теперь стала такая вот немножко шершавая. То она была такая глянцевая, блестящая, то теперь она стала матовая и выглядит более солидно и внушительно, так что мне это очень нравится. Пипку для зарядки они сделали достаточно плотную, теперь отлетать не будет, потому что у меня на карбоне она отлетала, она была здесь, на бамбуке она здесь, я не помню, на старом бамбуке здесь она была или нет, если что, поправьте меня в комментариях, но, по-моему, мне кажется, что и на бамбуке она также была сзади. Что еще они поменяли? Они сделали другие порты, то есть куда вставляется наша любимая подсветка, потому что кататься на электродоске без подсветки, ну, как-то не камильфо. И когда я катался на GTR, и там не было подсветки, просто она там не предусмотрена, то ребята на бамбуке клеили специальную подсветку, которая также продается на официальном сайте Evolve и подключается вот в эти порты. Здесь у нас получается не USB, то есть до этого у нас была USB-шка, и некоторые даже заряжали свой телефон. Теперь у нас специальный порт под светодиодную ленту, она клеится вдоль доски и передает все действия с вашим пультом. То есть если вы нажимаете на стоп, то она загорается красным, тем самым люди, которые идут впереди или сзади, будут видеть, что вы тормозите. А также вы можете в приложении и даже в пульте кастомизировать себе подсветку, там настраивать, чтобы она мерцала, мигала, там разные цвета или только один цвет. В общем, кастомизации в этой доске достаточно много, и вы сможете под себя выбрать любую такую конфигурацию, в том числе и настройку моторов и торможения. Так что в этом плане Evolve прям сильно заморочились, то что вы можете и в пульте, и в приложении все максимально настроить под себя. Будет доска просто именно для вас. И эти порты они также сделали влагозащищенными, так что вода сюда не попадет. В этой серии колеса идут в стоке Street 97 мм 7.6А. В принципе, это идеальный диаметр именно для этих досок. И самое главное то, что при поворотах, при карвах эти колеса не скользят. Если, например, поставить более жесткие или с меньшим пятном контакта, то вы при сильном повороте на большой скорости можете улететь в слайд. Но эти колеса вас будут держать на любом асфальте, так что можете хоть в пол жать и делать самые огромные карвы. Заслоить на этих колесах будет максимально сложно. Ну прям только если там по мокрому асфальту. Также на официальном сайте вы можете выбрать для себя кастомизацию, например, АТ-шные колеса, надувные или вот такие стритовые. Но я все-таки всем рекомендую иметь два набора, то есть надувные колеса и колеса для стрита, потому что когда я ездил в Пятигорск, я ставил себе надувные колеса, мне нравилось ездить по лесу и там вообще по такому жесткому бездорожью, по типу оффроуда, то в Москве я люблю кататься именно на стрит колесах, чтобы это было максимально плавный накат и максимально быстрое ускорение, потому что все-таки из-за того, что тут пятно контакта чуть поменьше, скорость у стритовых колес побольше. Ну что, в принципе, про все обновления этой доски я сказал, давайте ее включим, посмотрим вообще, как она себя показывает. Ну и по классике, включаем сначала доску. Посмотрим, так, синеньким загорелось. Включаем пульт. Сначала у нас сейф режим. Доска заряжена на 74%. Отлично. Включаю там эко. Это у нас эко. Изначально в пульте стоит лимит скорости 20 км в час. Поэтому заходим в настройки, выбираем speed limit и отключаем его сразу, чтобы почувствовать всю мощь. Отключили, вышли. Ребят, все можете с пульта сделать, но также я все-таки рекомендую подключить новую доску к приложению и обновить как и пульт, так и доску, чтобы все было максимально у вас обновленное. Так, ну что, на GTR погнали. Ну, стопчик. Топ. Все работает. Все как надо. Отлично. Сколько стоит обновленная серия GTR, вы сможете посмотреть на официальном сайте, ссылочку я прикреплю в описании. И если у вас вдруг появится электроскейтборд, а именно электроскейтборд Evolve, то вступайте в наш чат, вступайте в нашу тусовку, если находитесь в Москве. Мы часто катаемся летом, мы часто собираемся вместе для совместных покатушек, а также устраиваем разные кемпы. Поэтому обязательно вступайте в нашу тусовку, чтобы вы катались не одни, потому что вместе кататься намного интереснее.
Ну что, друзья, вот мы и распаковали новенький электроскейтборд GTR второй серии. Мне он безумно нравится. Во-первых, GTR была моя первая доска. И тем, что они сделали самые крутые, самые офигенные моторы с очень удобным и офигенным безопасным пультом. Поэтому, ребят, я всем советую приобретать только GTR или Hayden, потому что это сейчас самый топ из топ. Лучше ничего в мире нет, поэтому лучше начинайте именно на таких классных досках, которые вам подарят море эмоций. А для Москвы или для больших городов, или если вы живете где-нибудь там в гористой местности, то это вообще максимальный топ. Ну а я с вами прощаюсь, с вами был Антон Звягинцев. Не забудьте подписаться на мой канал, поставить максимально электролайки и увидимся на споте. До новых встреч, пока-пока!